Утро в предгорьях Колорадо выдалось обманчиво спокойным. Солнце едва поднялось над вершинами, окрашивая верхушки осин и молодых берез в нежно-золотистый цвет. В воздухе пахло свежей хвоей, влажной землей и весенним теплом, которое только-только начинало отвоевывать территорию у затяжной зимы. Офицеры лесной службы и охраны дикой природы, Марк и Дэвид, ехали по грунтовой дороге, когда на пульт дежурного поступил тревожный вызов. Местные жители, чьи дома прилегали к лесной зоне отдыха, сообщили о странных пугающих звуках, доносящихся со стороны заброшенной спортивно-игровой площадки. Это не был рев медведя или вой койота. Звук походил на смесь утробного стона, хрипа и отчаянного плача. Тяжелый, надрывный, полный боли. Через 15 минут служебный пикап затормозил у кромки леса. Мужчины вышли из машины, проверили снаряжение и направились на звук. Пройдя пару сотен метров сквозь густые заросли, они вышли к небольшой поляне. То, что они увидели, заставило их на секунду замереть. Посреди поляны, запутавшись в натянутых между деревьями канатах и прочной сетке детского веревочного городка, стоял огромный лось. Это был зрелый, мощный самец с великолепными лопатообразными рогами, которые сейчас и стали его главным проклятием. Прочные синие и красные ленты, предназначенные для детских развлечений, намертво обвили его голову, завязались узлами вокруг основания рогов и уходили наверх, к толстым ветвям деревьев. Животное было полностью обездвижено. Сетка держала его голову в противоестественном приподнятом положении, не позволяя даже опустить нос к земле. Земля вокруг пленника была полностью перепахана. Судя по глубоким бороздам в грязи и сбитой коре на соседних деревьях, великан провел в этой западне не 1 час. Он боролся до полного изнеможения, пытаясь вырваться, но лишь сильнее затягивал синтетические путы. «Дьявольщина!» — негромко произнес Марк, поправляя кепку. «Он же себя так просто задушит или шею сломает. Посмотри на него, он на пределе». Дэвид достал из поясного чехла тяжелые строительные ножницы для разрезания канатов. «Нужно действовать быстро, но аккуратно. Если он дернется, когда мы подойдем, и навалится всей массой, нам не сдобровать. Лось в состоянии паники — это живой танк». Офицеры начали медленно приближаться к животному сверху по склону. Каждый шаг давался с трудом, под ногами шуршала сухая трава и крошились мелкие камни. Лось сразу заметил приближение людей. Его огромные темные глаза расширились от ужаса, в них отражался первобытный страх перед неизвестностью. Для дикого лесного жителя человек — это угроза, а человек, приближающийся к нему в момент беспомощности — смертельная опасность. Животное замерло, тяжело и прерывисто дыша. Из его пасти вырывались клубы пара, а из ноздрей с шумом вылетал воздух. Марк держал дистанцию, выставив вперед руки в защитных перчатках, пытаясь успокоить зверя мягким, размеренным голосом. «Тихо, парень, тихо. Мы здесь, чтобы помочь. Не дури, не дергайся». Но инстинкты дикой природы взяли верх. Как только расстояние между спасателями и лосем сократилось до нескольких метров, зверь попытался сделать резкий рывок назад, надеясь разорвать удерживающие его путы. Вес взрослого самца превышал полтонны, и сила этого отчаянного движения была колоссальной. Однако капроновые стропы выдержали. Сетка натянулась как струна, увлекая за собой ветви деревьев, и резко отбросила лося обратно. Не удержав равновесия на скользком глинистом склоне, гигант с глухим стуком рухнул на бок. Это падение сопровождалось жутким, полным отчаяния криком. Зверь буквально кричал от бессилия и боли, его копыта беспорядочно били по воздуху, взрывая комья земли. «Сейчас, пока он на земле, у нас есть шанс!» — крикнул Дэвид. Падение лося, как ни странно, сыграло спасателям на руку.
Натяжение канатов слегка ослабло, а само животное, оказавшись прижатым к земле собственным весом, на несколько секунд потеряло способность активно сопротивляться. Это было идеальное, хотя и крайне опасное окно для действий. Офицеры бросились вперед, преодолевая разделяющие их метры. Действовать нужно было слаженно, словно единый механизм. Марк навалился на натянутый канат, пытаясь зафиксировать его положение и уберечь коллегу от возможного удара, если стропа резко лопнет. Дэвид же подскочил вплотную к голове бьющегося зверя. Запах адреналина, пота и дикой шерсти ударил в нос. На таком расстоянии лось казался еще больше. Его мощная шея ходила ходуном, а массивные рога находились в опасной близости от лиц спасателей. Дэвид крепко перехватил инструмент и начал быстро, один за другим, перекусывать толстые синие ленты, опутавшие рога. Каждое движение сопровождалось характерным сухим хрустом разрезаемого пластика. Колени Дэвида упирались в сырую землю, пальцы в плотных перчатках напряглись до предела. Лось под ним продолжал тяжело хрипеть. Его тело содрогалось от крупной дрожи. «Еще немного, держи его!» Тяжело дыша процедил Дэвид, перерезая последнюю крупную лямку, удерживающую голову зверя у ствола осины. Остатки сетки с глухим хлопком взлетели вверх, освобождая голову великана. Путы упали на землю. «Назад! Назад!» — скомандовал Марк, хватая напарника за куртку и увлекая за собой вверх по склону. Освобожденный из плена лось не заставил себя долго ждать. Почувствовав, что страшное давление на голову и рога исчезло, он мгновенно перевернулся на живот и одним мощным рывком поднялся на ноги. Земля вздрогнула под его копытами, но вместо того, чтобы сразу броситься наутек в спасительную чащу, дезориентированный, перепуганный и разъяренный долгой пыткой зверь развернулся лицом к своим спасителям. Его уши были прижаты к голове, глаза налились кровью, а массивный лоб опустился низко к земле. Он приготовился к атаке. В его понимании люди, стоящие перед ним, были причиной его мучений, и теперь пришло время защищаться. Лось сделал резкий, пугающий выпад вперед, прямо в сторону Марка и Дэвида. «Эй, пошел! Пошел отсюда!» — в один голос закричали офицеры, вскидывая руки и пытаясь казаться как можно больше. Они начали быстро отступать назад, за деревья, понимая, что на открытом пространстве против такой массы у них нет ни единого шанса. Сердце каждого из них бешено колотилось в груди. Один удар такого копыта мог стать роковым. К счастью для людей, лесной великан был слишком истощен многочасовой борьбой с веревочной ловушкой. Секундная вспышка агрессии уступила место главному инстинкту любого дикого животного — спасению бегством. Лось на мгновение замер, словно оценивая силы стоящих перед ним существ, а затем резко развернулся. Тяжело дыша и высоко вскидывая колени, он бросился прочь от злополучной площадки. Его огромные копыта с легкостью преодолели поваленный Бневна и крутой склон. Спасатели, затаив дыхание, провожали его взглядом. Лось промелькнул между молодыми березами. Его силуэт на секунду слился с зеленью листвы, и уже через мгновение он скрылся в густой, непроходимой чаще леса. До офицеров доносился лишь удаляющийся треск ломающихся веток и сучьев, признак того, что хозяин тайги возвращается в свои законные владения. Марк обессиленно опустился на поваленное дерево, снимая кепку и вытирая пот со лба. Дэвид посмотрел на свои руки, в которых все еще были зажаты ножницы для канатов, и шумно выдохнул. «Ну и денек», — с улыбкой сказал Дэвид, глядя в сторону, куда ушел лось. «Кажется, сегодня мы заработали свой обед». «Это точно», — отозвался Марк. «Главное, что он ушел на своих двоих, без переломов. Сетка, конечно, знатная дрянь. Нужно будет связаться с администрацией округа, чтобы этот веревочный городок демонтировали от греха подальше. Дикие звери не понимают наших развлечений». Мужчины поднялись, собрали обрезки канатов, чтобы больше никто из лесных обитателей не попал в подобную ловушку, и медленно пошли обратно к машине.
Солнце уже поднялось высоко над лесом, заливая поляну ярким теплым светом. Вокруг снова запели птицы, и природа вернулась к своему привычному мирному ритму, словно и не было здесь только что драматичной борьбы за жизнь лесного великана.